Ребятки, смотрите, два ТВ-бокса. Amico A11 Blue и Amico A11 Gold. Выглядят практически одинаково. Я сейчас достаю блюшечку. Очень тяжелые, очень хорошо сделано охлаждение. Сейчас на тестах это увидите. Я его уже протестировал. Я уже после обзора снимаю для вас вступление. Вот Amico Gold, Amico Blue. Очень интересный. И это, наверное, портал ТВ-боксы, сталкер ТВ-бокса, заточены конкретно под порталы, но при этом у них есть классная особенность. Это ТВ-боксы-трансформеры, которые могут на лету менять оболочку простого андроида и Android TV. Вот. И при этом даже еще настройки меняются. Очень интересно сделано, без перезагрузки, без ничего. Давайте так, смотрим на канале Технозон обзор этих двух ТВ-боксов. Поехали. Мы сейчас на страничке продавца. Покупался он в Германии, кстати. Именно оттуда мне их передавали, для того, чтобы я покупал подписчик по моей просьбе. Очень интересно было посмотреть. Итак, вы увидите их на распаковочке. Сейчас поближе. Я вам сейчас покажу, сколько они стоят. Давайте так. Amico A11 Gold 4K Android OTT Media Streamer 139 евро. При этом он считается класса премиум. И тут пошло HDR10, гибрид лот гамма поддерживается, то есть HDR10, HDR10+, потому что здесь AMLogic S905X4 полноценный. И здесь мало того, есть еще и DRM L1 сертификация. И вот здесь вот прям отдельно MyTV3 приложение. Я не перевожу сейчас это все на русский язык, потому что вот все в оригинале. Есть DRM L1 сертификация. Объясню. Он подходит не только для порталов, а и для сертифицированных сервисов, но не Netflix. Он не Netflix сертифицирован, однако другие работать будут. 4 гигабайта памяти на 64 хранилища, это что касаемо Gold, Wi-Fi 6 с USB-шечкой 3. Тоже на распаковочке все увидите. Ссылочки закинул в описании под видео. Есть у нас еще из Amico, вот он Blue, где там Blue, вот он Amico 11 Blue. Стоит он дешевле, само собой, 119 евро, но тут памяти у нас уже 2 на 32. Вот такой вот, в принципе, TV-бокс, очень все оптимизировано, и именно из-за приложения вот этого вот MyTV3 его и покупают. Потому что на самом пульте, вот вы посмотрите на распаковочке, на самом пульте есть и DVR для записи передач, есть у нас и радио переключение. Все это оно будет переводить именно в MyTV3 приложение, для того, чтобы там уже вы как-то с этим всем оперировали. Пульт Bluetooth на Gold версии, голосовой поиск работает, все очень даже интересно. Давайте сейчас там подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Ссылки в описании под видео, конечно же. Мы переходим на распаковочку, а потом на тест. Итак, посмотрим эти два ТВ-бокса. Это у нас, пожалуйста, Amico A11 Blue. Название, конечно, интересно. A11 Gold, а это Blue. В принципе, одна из них версия премиальная. Это абсолютно два идентичных ТВ-бокса, поэтому они будут у нас в одном обзоре. Android 11, гигабитная сеть. Сразу из того, что заявляются, здесь 2 на 32, здесь 4 на 64. Wi-Fi 6. Но здесь написано, не написано про 6 Wi-Fi. Сзади ничего интересного. Кроме того, что здесь AMLogic S905X4, Mali G31. Ну, все то же самое. Давай посмотрим на них внутри. Тяжелые. Могу сразу сказать, что здесь есть охлаждение. Слушай, и охлаждение достаточно ощутимое, видимо. Прям, слушай, попробуй. Вес у него такой, там радиатор, скорее всего, такой, да? Нехилый. USB 3.0, USB 2.0, TF-карты, HDMI, SPD, LAN на J45 на 1000 мегабит, разъем питания и инфракрасный ин есть. Слушай, интересно, хорошо. Посмотрим сразу комплект. Все достаем. Так, батарейки есть. Это хорошо. Так, коробочку откидываем. Батарейки. Пульт. Тоже Amico пульт. Смотрим. Фирменный, слушай, ну такой, да, внушительный. Кнопки, программируемые под ТВ, однозначно. С цветными кнопками. Расширенный пульт с цветной панелью. Не знаю, покажи поближе тут, потому что объяснять, что на нем нет смысла. Поэтому посмотрите сами. Под него есть батарейки сразу. Блок питания 5 вольт 1 ампер. Это я вангую сразу. 5 вольт 1 ампер. Нет, 5 вольт 2 ампера. Да ладно, 10-ваттный. Ничего, так нормально. Это хорошо. Что вот это такое? Хороший вопрос. Чехол для пульта. Да ладно. Мне кажется,
Сейчас посмотрим. Что аккуратненько его бы открыть как-то. Аккуратненько надо. Оп. Что это? Да ладно, это чехол для пульта. Ага. Ты была права. Чехол для пульта. Ну вот так вот. Ну так он сейчас разровняется. Что он внутрь, он там внутрь свернут. Смотри. Да ладно, блин. Вот это я себя почувствовал сейчас дедушкой 80 лет, который в пакетике пульты прячет. Ну да, это, кстати, такой показатель интересный. И HDMI кабель. Хорошо. Второй. Gold серия. Gold серия. Чем она отличается, интересно. Так. Открываем. Ага, вот, все просто. Называется вариант «Найди 10 отличий». Кроме памяти и пакетиков. Так. Там тоже было. О, смотри тут. Они выглядят чуть-чуть по-разному. Чуть-чуть. Хотя, смотри, те же самые. Type USB 3.0 2.0, TF-карты, HDMI, LAN RJ45 на гигабит, SPDIF и RIN. Абсолютно. Они абсолютно одинаковые по весу, абсолютно тяжелые. И тут и сзади они абсолютно идентичные. То есть у них только верхушка разная. Хорошо. Дальше мы берем, смотрим, что у нас в комплекте. Так, пульт здесь точно такой же. Точно такой же пульт, пожалуйста. Достали. Батарейки. Где батарейки? Батарейки есть. Слушай, а что он такой тяжелый? Что там внутри? Может, там уже батарейки предустановленные? Нет. Но тяжелый просто нереально. Так, от него пульт. Хорошо. Так, теперь открываем дальше. Те же самые батарейки. Слушай, ну прям как два брата-близнеца. HDMI кабель. Я пока вот это все достану, это можно просто задолбаться. Интересно, 20-ваттный блок питания? Или в Голде у нас другое? Точно такой же. 10-ваттный блок питания. И дай угадаю, что это. Что это контрацептив для пульта. Я тебе говорю, 100%. Думаешь? Сейчас, а на запах что? Не-не-не, я сейчас... Вот так, да? Здесь с вероятностью, ну, хотя бы процентов 90 здесь чехол для пульта. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Чехол для пульта. Ну, или контрацептив для очень нестандартного какого-то детородного органа. Шучу, конечно. Куда ты пойдешь проверять? Я представляю это. Слушайте, ну, достаточно интересно. Короче, я пошел их настраивать. Будем настраивать максимальную версию и будем обозревать. Слушайте, смотрите, какое меню красивое. А красиво оно знаете чем? Потому что вы сразу видите здесь кнопочку АТВ, и вы можете поменять лончер на Android TV лончер. На самый обыкновенный. А вот это вот, кстати, прикольно. То есть он раз, смотрите, раз у вас Android TV появляется. Вы выбираете профиль, и у вас Android TV. То есть вот насколько классно сделано, я вот этого ждал очень долго. То есть я знакомлюсь с этим ТВ-боксом, я как бы его тестирую для себя, там решил взять, посмотреть. И вот очень интересно. То есть есть Android TV, это хорошо. Давайте в Android TV посмотрим настройки, потом вернемся уже туда далее. Ну, здесь у нас подключен Bluetooth пульт. Bluetooth пульт у нас, видите, с панелью, как мы уже говорили, программируемая под телевизор. Очень удобно. Инфракрасная панель. Теперь в параметрах устройства. Об устройстве. Это A11 Gold на Android 11. Давайте посмотрим, что у нас тут. Изображение и звук. У нас есть разрешение экрана, которое поддерживает от 480p до 4К 2К 60 Гц. У нас есть цветовые профили и политика HDR. То есть здесь HDR либо постоянный, либо адаптивный. Это удобно. За это спасибо. Теперь ЦИК самый простой, но он работает хорошо. И в дополнительных настройках звука тоже автоматически, либо никогда не предлагать. То есть здесь тоже все работает. По форматам звука Dolby Audio, Dolby Digital Plus работает. Dolby True HD иногда появляется, иногда я не буду говорить, потому что для этого нужно, чтобы у вас был ресивер Dolby True HD для проверки. И DTS он спокойно воспроизводит. Дальше. У нас никакого управления, допустим, автофреймрейтом я
не вижу. Есть режим энергосбережения, и в принципе тут все, больше ничего нет. И можно вот обратно переключить ATV Switch, мы можем нажать и перейти в обыкновенное меню, не Android TV. Очень удобно сделано, прям очень удобно. Если пойти в DRM инфо, то есть мы посмотрим с вами защиту, у нас здесь стоит Security Level Widevine L1, это прям хорошо для стриминговых сервисов, потому что тут вот именно с него начнем, потому что это такой себе, вот понимаете, Stalker Box, да? То есть у нас он заточен под Stalker порталы через MyTV3 приложение, очень похоже на MyTV3 в формулере. Здесь видите, разные, тут можно добавлять. Вы сейчас видите скриншоты, потому что, не могу на YouTube сейчас показывать. Очень сильно они ругаются, здесь можно работать, он работает классно с порталами, с плейлистами, можно через веб им управлять, нельзя показывать. Вот чего нет, но если хотите, пойдите еще тогда на формулер, у меня был обзор, посмотрите в формулере, там я показывал MyTV чуть больше, MyTV3. На текущий момент пока что в обзорах у меня рубят, сразу там рубят ролик до выпуска. Теперь у нас есть внизу, видите, как управление, LAN, Wi-Fi, апдейт есть. Кстати, мне прилетал апдейт онлайн. И в основном вот этот вот апдейт, который был 19.11, именно 24 года, это 2 месяца назад, здесь было все касаемо, то есть там есть авторефреш механизм, допустим, тут те же самые про порталы, то есть он больше касается порталов, потому что очень интересная приставка именно для порталов, то есть не зря на них тут акцентирую внимание. И информация тут тоже у нас такая вот есть, самая элементарная. Дальше во всех приложениях у нас там было кое-что предустановлено. Предустановлен у нас был обыкновенный Play Market. Есть обыкновенный Miracast. Дайте мне какой-нибудь телефон, любой. Дай мне Pixel, например. Я попробую просто... нет, стой, не нужно. Я сейчас попробую, с компьютера, воспримет ли он кастинг картинки. Так, компьютер увидел беспроводной дисплей, видите, то есть, работает Miracast, можно использовать в качестве беспроводного дисплея. Сейчас ждем подключения. Оп, и у нас появился наш комп, вот смотрите, я мышкой двигаю достаточно пристойно. Все, отключились, то есть за это тоже спасибо, я вот принимаю такие вещи, очень, очень приятно, когда они есть. Больше ничего такого не было установлено, заявлена поддержка Plex. Теперь по Play Market. Play Market Android TV, очень, кстати, интересное тоже решение. Давайте попробуем найти AIDA 64 и посмотреть, что же у нас стоит внутри. Здесь это будет, кстати, такой интересный опыт просмотра. Давайте открываем. Он у нас установлен. Хорошо. Droid Logic, сразу говорю, на M-Logic 4/64. Да, это Gold версия. То есть вы же поняли, они отличаются только лишь, я вам все на распаковочке сказал. 4-ядерный Cortex A55 по 2 ГГц. У нас дальше дисплей Mali G31. Теперь сеточка. У нас Connect 1,2 мегабита. Мы сейчас обязательно проверим с вами фактическую скорость. Android 11 и температура у нас, кстати, по температуре здесь вообще шикарно. Я сейчас, наверное, установлю какой-то перформанс-монитор. Сейчас посмотрим. По кодекам все очень стандартно, включая поддержку кодека. Не смотрите, что здесь написано Dolby Vision нет. Есть у нас сейчас кодеки VP9. А где AV1 кодек? AV1, VC1 вижу. AVS, да, есть AV1 кодек. Тут вопросов нет. Знаете, что сделал? Подключил мышку. Посмотрите на этот курсор. Хочу ж температуру посмотреть. Все-таки так, температура мне это не надо. Мне нужно плавающее окошко. Да. Давайте. Где тут у нас CPU монитор? Ох ты ж, как не хочет работать. Вот прям вот под Android TV сделали все сервисы, что тут прям пульт требует. Хорошо. Ладно, плавающее окно. Давайте включаем. Температура процессора 48 градусов. Да нет, он не греется. Не греется. Сейчас мы посмотрим. Так, температуру установили. Давайте будем смотреть при разных условиях. И я думаю, что даже, наверное, тротлинг-тестик я бы сделал бы. Давайте стартуем. И посмотрим, что получится. Слушайте, вот тестирую. Это вообще адекватный тротлинг-тест.
Температура максимально 61 градус, и я буду останавливать, то есть сколько бы я его не тестировал, у нас будет вот такой вот классный тротлинг-тест без единого намека на тротлинг. 61 градус мы лично отмониторили. Ну, что я скажу? Вот это он прошел отлично. Слушайте, теперь тесты сети. Так, сейчас тестируем 5 ГГц. Напоминаю, у нас Wi-Fi 6. Смотрим, это 5 или 2,4? Ну, сейчас. Нет, это 5 ГГц. И он выдает больше 300 мегабит. Нормально. Нормально. А если вы спросите, почему, допустим, при Wi-Fi 6 всего лишь 300 мегабит, я уже рассказывал в других моих обзорах, что в WiMlogic есть вилка. Либо ты ставишь USB 3, и у тебя будет Wi-Fi там 300 мегабит на Wi-Fi 6. То есть Wi-Fi 6 это же не просто про скорость, это про технологии BSS Coloring, когда там маркируются, подсвечиваются разными цветами пакеты, скажем так, для того, чтобы быстрее был обмен пакетами, меньше задержки и не путалось с другими устройствами. То есть это позволяет дифференцировать пакеты определенного устройства. Это TVT-технология, позволяющая в энергосбережении его использовать, плюс там MU-MIMO по дальности покрытия, то есть дальше он будет больше покрываться. Нормально, нормально. 5 ГГц работает нормально. Теперь мы переключаем, а ну, Леночка, нам кабель нужен, а ну давай, кабеленочек нам жахни, притащи, сейчас мы, короче, включим. Пока Лена включает, смотрите, что я хотел вам показать. Дело в том, что в Android TV были настройки боковые. А здесь у нас настройки чуть другие. У нас здесь идет, видите, сеть, у нас есть Wi-Fi, LAN settings, приватный DNS, IPv6 поддержка. И теперь даже здесь у нас чуть по-другому. При этом у нас есть, видите, можно выводить PCM на SPDIF, либо Bitstream, это касаемо звука, и Dolby Digital у нас либо Bitstream, либо PCM. На Bitstream, ну я же говорю, то есть можете попробовать получить Dolby True HD, тут как бы я ничего не говорю, все возможно. Но у меня то появлялся, то пропадал, потому что у меня старенький Пионер, такое тоже возможно. Теперь LAN RJ45 проверяем. Так, выбираем тот же самый тест. Стартуем на LAN RJ45 и получаем, 380, 400, давай, 500, будет 500? Не будет. Ну, здесь гигабитный LAN, все еще может зависеть от нашего сервера, но я показываю правду. 432 мегабита на загрузку, сейчас на upload посмотрим. На upload 500, 600, да, здесь гигабитный LAN. Гигабитный LAN работает, но показывает пока не гигабит. Интересно, с чем связано. Я думаю, что... Ага, сейчас мы попробуем переподключить. Сейчас. Кабельное подключение и попробуем еще разок. Переподключаем и пробуем. Так, 400, 500 было в пиковом. Ничего не меняется, 470, 490, под 500 что-то прыгает. Я показываю правду, но этого вот хватает, даже вот вы подключите по LAN 400 мегабит, этого будет хватать, 470 мегабит, этого будет хватать для просмотра абсолютно любого контента, любого качества. На выгрузку 650 мегабит было, вот 650 я увидел. Сейчас 2,4 еще продиагностируем, 646 даже. Так, переключаемся на 2,4 ГГц. Слушайте, пульт удобный. Так, 2.4 подключен. Снова стартуем тест. И 2.4 очень неплохо. 100... Слушай, подожди, как это? Как это? 230, 220. Слушай, вообще 2.4 почти 5 ГГц, прикинь. 200... Это 2.4? Подожди, сейчас перепроверю. 230 на 100... Ну нет, это 2.4. На 180, на 200. Да ладно, я вот один из очень редких показателей вот таких вот, серьезно вам говорю. Вот очень редкий показатель, 200 на 200 в 2.4. А ну подожди, это точно 2.4 было? Сейчас идем смотреть. Я сейчас удивлен. Я удивлен. Давайте сеть, давайте сеточка. Да, это 2.4. Это 2.4. А что? Давайте в 5 еще раз. Так, тут красненькое подключить. Вообще прям вот эта вот поддержка вот этих маркированных цветных кнопок. Прям приятно. Прям приятно. И на пульте ж есть все для сталкеров. И PG, короче. Тут и переключение каналов. И, чтобы вы понимали, тут же есть, смотрите, вы включаете, есть радио. Вы включаете, да, и включается вот этот вот ТВ3. Весь пульт под него, скажем так, заточен. Также у нас тут есть, вот, да, там включаете, вы включаете лайв. Короче, ребят,
тех, кто знает про порталы, те знают, про что я говорю. Так, а если запись включить? Запись будет работать? У нас подключен USB-диск. У нас здесь можно записывать лайв-шоу в ТВ-3. Немаловажный момент, и тут прям кнопки есть. Слушайте, хочу попробовать еще раз 5 ГГц. Тут я переключился. Прям аж интересно. Включаем 5 ГГц. Стартуем. Это уже так, домучить. Воу, 5 ГГц проснулся. Видели? 360, 370 в пике, 340. Ну, хорошо, все. По сетевым возможностям буду выключать уже. У меня вопросов нет. Давайте мультимедиа разбирать. Играть, конечно же, на таком ТВ-боксе нет никакого абсолютно смысла. За температурой тоже следить нет смысла. Что максимальную температуру, которую я пока что видел, даже в нагрузке 61 градус, да, там 61-62. Мы можем включить с вами, допустим, так, в подписках. Мы можем включить с вами DreamView Channel, любой, он будет декодировать VP9, AV01, 4К, 60 FPS, он поддерживает HDR-чик, в проигрывании YouTube 63 градуса, вот я переклацнул, сейчас покажу вам, давайте, настроечки, сейчас мы статистику для сисадминов и переключаем на 4К, то есть здесь у меня тоже вопросов не возникло. В AV1 он тоже отлично играет, мы на телевизоре проигрывали, все хорошо, пробовали. Когда AV1 будет работать только там, где на 4К телевизоре, то есть AV1 просто так не включится. Но по YouTube вопросов нет, 0 дропов, 4К 60 FPS, кстати, этот ролик тоже снимали мы. Отлично, нажали, вышли. Хорошо. Если вы спросите меня про диагностику Vimo, то да, действительно, автофреймрейта нет. Это один из его таких вот маленьких минусов, но будем что-то думать. Через TV Quick Action, я думаю, можно спокойно все завести, есть такое приложение. Netflix здесь черный, он не лицензирован, поэтому 4К Netflix здесь не будет ни при каком раскладе. Давайте попробуем попроигрывать очень тяжелые высокобитрейтные фильмы, и так как здесь есть DRM-L1, мы попробуем с вами еще какие-то сервисы. Но подключил USB-диск, USB-диск он спокойненько отхватил, вообще не вопрос. Так, пробуем LG Barcelona 4K. Очень тяжелый. Давайте через что-нибудь проиграем, например, через Vimo Media Player. Очень тяжелые 4К ролики. Здесь вообще проигрывается все отлично. HDR отрабатывает, HDR10 Plus он поддерживает. Действительно проигрывает очень высокобитрейтные фильмы. Будет проигрывать, если вы будете на нем проигрывать. Смотрите, LG New York 4K. Шикарный высокобитрейтный ролик для тестов. 64 градуса максимально. Чтобы вы понимали, до 75 даже не рассматривается, что ТВ-бокс греется. С этим тоже я соглашусь. Когда ТВ-бокс красивый, мне там вменяют, ты там что-то там отрекламировал не то. Да не, ребят, если ТВ-бокс хорош, он хорош. И я буду всем рассказывать. Насчет, скажем так, Dolby Vision, тут уж извините, Dolby Vision нет, он, видите, все в зеленом, он его не декодирует, поэтому, тут уж есть как есть. Он не заявлялся как Dolby Vision TV Box, он заявляется как Stalker TV Box. Теперь по поводу стриминговых сервисов. Я здесь смотрел Megogo, я здесь смотрел, например, тот же самый Nexon. Nexon я постоянно смотрю. Давайте я сейчас зайду, мы проверим сразу, как он работает. И так как здесь есть DRM-L1, то в этих стриминговых сервисах будет проигрываться практически все. То есть любой контент, который есть, обычно в таких вообще с OTT сервисами вообще здесь вопросов быть не может. Он заточен под OTT. Понимаете, он заточен под проигрывание потоков различных. Все здесь отлично. И фильмы, допустим, если... Как работают стриминговые сервисы? Если у стримингового сервиса необходимо DRM-L1, и в ТВ-боксе есть DRM-L1, то он покажет всю коллекцию фильмов. Либо он покажет, а если нет DRM-L1, что не относится к этому ТВ-боксу, то он не покажет те фильмы, которые изначально прописан ключ для воспроизведения. Он просто не будет показан в стриминговом сервисе. Здесь все проигрывается, пожалуйста, мы смотрим любой фильм без ограничений. Мне нравится данный ТВ-бокс. Мне нравится его вот эта вот оболочка. Мне нравится то, что он не греется. Оболочка, кстати, кастомизируемая. Смотрите. Ой, я не на ту кнопочку нажал. Смотрите. Оболочка кастомизируемая. Вы можете сюда вынести любые приложения. Вы можете устанавливать всего чего угодно. Еще и перейти в Android TV, если вам вдруг так захочется. Перешли в Android TV. Не нравится Android TV, перешли в этот. Давайте, голосовой пульт. Сейчас, наверное, после перехода не будет работать. Пробуем. Фильм «Черкасы».
Да ладно, голосовой поиск работает. Ну, насчет глобального голосового поиска вы же знаете, да, проблема того, что сам Google за это отвечает. Тут не к ТВ-боксу вопросы. Сейчас попробуем в YouTube, как он отрабатывает. А ну, идем сюда. Ну, давайте там какой-нибудь. Канал Технозон. Все отлично работает, шикарно. Хорошо, хорошо. С этим все. Я готов пройти, прорезюмировать данный ТВ-бокс. Но мое независимое мнение, я считаю, ТВ-боксы имеют право на жизнь. Очень интересные, качественно сделано охлаждение, нормальные Wi-Fi модули, да и, в принципе, контент показывают. А что нам еще надо? А нам нужно, чтобы еще была поддержка полноценная порталов. И именно здесь это реализовано. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.